Представьте себе, вы переезжаете в другую страну, совсем один, у вас в кармане 2000 евро, нет ни знакомых, ни друзей, и плюс ко всему, все это в самый разгар коронавируса. Нет, это не сценарий к фильму, это моя реальная жизнь, а конкретно сентябрь 2020 года. Всем привет, меня зовут Карина, и я живу в Италии в прекрасном солнечном Риме уже почти 5 лет. В этом видео я расскажу о том, как я пыталась выжить в Риме первые годы, работая репетитором, официанткой, продавцом, и как все это стало частью моего пути к работе старшим консультантом в одной из компаний большой четверки. И в частности, затронем такую важную, животрепещущую тему, как работа в Италии. Я расскажу, как я искала, где я искала, ну и действительно ли так сложно найти работу в Италии. Оставайтесь до конца. Итак, да, это был сентябрь 2020 года. Я переехала в Рим совсем одна, с 2 чемоданами, и у меня была накоплена сумма в 2000 евро, то, что мне удалось до этого накопить за довольно небольшой период. Ну и, конечно же, эти деньги, я прекрасно понимала, что мне их не хватит надолго, но, тем не менее, да, я просто очень сильно хотела переехать. Ну и самое главное, я поступила в Римский университет Сапьенца. Я поступила в магистратуру на английском языке, на факультет экономики. Вот, и на самом деле я была одной из тех счастливых студентов, потому что у меня была возможность приехать прям к самому началу учебного года. В связи с коронавирусом в тот период были большие проблемы с выдачей виз, и большая часть студентов, в частности, студенты из СНГ, смогли приехать в итоге только в ноябре-декабре. Но я такой первооткрыватель, без денег, без связи, без всего собрала, упаковала свой чемодан, уволилась с работы, и, как сейчас помню, это было 16 сентября, когда я прилетела в Рим, аэропорт Фьюмичино. Так, здесь мне хочется дать небольшое пояснение по поводу того, каким образом мне удалось приехать в Италию раньше всех остальных студентов. Дело в том, что у меня на тот момент уже был итальянский вид на жительство. Каким образом? Потому что моя мама является не только гражданкой России, она также является гражданкой Италии. Как же так получилось? Она была замужем за итальянцем на протяжении около 10 лет, еще до моего переезда в Рим. И, соответственно, в связи с этим я имела право сделать вид на жительство по семейным мотивам. Поэтому получается, что еще до своего переезда я его оформила. Потом в какой-то момент моя мама с ее мужем развелись, и она вернулась в Россию. А я, наоборот, решила попробовать переехать в Италию. То есть мы, короче говоря, с ней поменялись местами, поменялись странами. Конечно же, благодаря этому мне очень сильно повезло, мне не пришлось проходить через все эти головные боли в связи с оформлением документов, и всю эту бюрократию итальянскую мне удалось в большей степени избежать. В то время как, разумеется, все остальные студенты должны были сначала оформить студенческую визу, а потом по приезде в Рим студенческий вид на жительство. И из-за того, что это как раз был период коронавируса, были большие очень задержки с выдачей виз, именно поэтому большая часть студентов в итоге приехала только ко второму семестру. И на самом деле у меня тоже был такой вариант, я спокойно могла подождать, не рыпаться и приехать ко второму семестру, потому что в любом случае лекции проводились также онлайн. Возможно, мне удалось бы как-то еще подкопить денег, да, и избежать некоторых стрессов, связанных с деньгами и тому подобное. Но, как я уже сказала, мне не терпелось поскорее переехать. Я прям вот очень хотела приехать к самому началу учебного года, поскорее начать обживаться, поскорее начать строить новую жизнь, обрастать знакомствами, связями. Поэтому я решила не ждать, и я решила рискнуть. Ну и
Как видите, в принципе, это было не зря. Да, конечно же, я понимала, что я очень сильно рискую с такой суммой и без каких-то конкретных перспектив на работу, особенно в период ковида, когда в Италии было закрыто абсолютно все, то есть не работали ни рестораны, ни музеи, ни магазины. Но я также рассчитывала на стипендию Borsa di Studio, то есть поскольку я получила оффер из итальянского университета, мне также полагалась стипендия, то есть в Италии есть такая программа Borsa di Studio, и стипендию можно получить на основании твоего семейного дохода. Это очень-очень классная опция, особенно для студентов из стран СНГ, например, потому что в наших странах зарплаты намного ниже среднего европейского уровня. То есть, получается, ребята, да, из таких стран, как Россия, Казахстан, например, Украина, практически, ну, в 100% случаев получают в итоге эту стипендию. Вот, она рассчитывается на основании годового дохода твоей семьи, точнее, даже не твоей семьи, дохода твоего и тех людей, кто с тобой прописаны в квартире. Вот как здесь в Италии это работает. Я, конечно, не знаю, возможно, сейчас, спустя 5 лет уже что-то изменилось, но вот в том году, когда я поступала, это было именно так, и, по-моему, годовой доход не должен был превышать порядка 20 или 23 тысяч евро, по-моему. Вот. Ну, я тогда была прописана со своей мамой, то есть я подавала доход на себя и на свою маму, и наш доход был, я думаю, намного ниже этой цифры. Так что, конечно же, я могла претендовать на эту стипендию, но тоже один важный момент. Когда я в сентябре прилетела в Рим, я еще не знала на все 100%, что я буду получать эту стипендию, потому что финальные списки студентов, борсистов, выходят только в ноябре, в декабре, насколько я вот помню. Поэтому я, ну, правда, вот просто полагаясь на какую-то волю случая, приехала. По поводу работы, я еще до переезда в Рим начала подрабатывать репетитором по английскому языку. У меня всегда был довольно хороший уровень английского, и мне всегда очень нравился английский. Также у меня есть сертификат, подтверждающий, что я владею английским на уровне C1, то есть довольно продвинутый уровень. И в какой-то момент я решила попробовать, тем более, да, тогда начался COVID, и в основном все перешли на удаленку, и я решила попробовать, почему бы и нет, и в России я начала совмещать это со своей основной работой. Но как бы особо денег мне это не приносило на самом деле, и у меня не было много учеников, возможно, там максимальное количество учеников, которое у меня было в какой-то момент, это порядка 5-6 человек, и за урок я брала довольно смешные деньги, там от 500 до 1000 рублей за урок. Ну и, конечно же, я понимала, что на эти деньги особо рассчитывать не приходится, и скоро мне нужно будет искать какие-то варианты. Вот, очень быстро деньги начали заканчиваться, то есть эти 2000 евро, ну, по сути, что, я заплатила за аренду комнаты, которую я нашла, расходы на оформление документов, на всякую бюрократию, ну, плюс, конечно, там какие-то базовые расходы, то есть, ну, я прекрасно понимала, что эти 2000 евро, они просто вот как... И тут появился так называемый reddito di emergenza. Это было спасение вот просто, мне кажется, для всех студентов, иммигрантов, которые тогда находились в Италии, да, в принципе, и для местных жителей тоже, потому что, ну, блин, очень многие люди остались тогда без работы. Что такое reddito di emergenza? Это были 400 евро от итальянского государства в качестве поддержки на период коронавируса. И я помню, что на него тогда подавались просто все вообще, кому не лень, и, ну, при этом ему действительно его все выплачивали, и я помню, что меня это очень сильно спасло. Стипендия, она составляла около 5000 евро в год, и первая часть, по идее, должна была уже быть выплачена к Новому году. Я рассчитывала на эти деньги,
но, к сожалению, произошла неприятная задержка. И, да, вывесили списки, я помню, в декабре, и было подтверждено, что я получаю эту стипендию, но вот подошел Новый год, а стипендию мне так и не выплатили. Критическая для меня тогда ситуация, потому что я действительно не знала вообще, на что мне жить, у меня была очень тяжелая ситуация с деньгами, то есть свои 2000 евро я, конечно же, уже давно потратила, я там каким-то образом пыталась вот эти вот растянуть там 400 евро этого дохода, этой помощи от итальянского государства. Я помню, что мне помогла мама какими-то деньгами, вот, но, опять же, это не была какая-то большая сумма, и, конечно же, тот факт, что в декабре мне так и не выплатили стипендию, для меня это стало прям очень большим ударом. Я помню, как я писала письма в университет, звонила, писала, просто делала все, что только можно, пыталась объяснить, как это для меня важно, что мне прям очень сильно нужны эти деньги. И в какой-то момент пошел слух, что, мол, первая часть будет выплачена вообще не раньше марта месяца. Все эти задержки были связаны с коронавирусом. Я помню, что в тот период всегда когда была какая-то задержка, коронавирус всегда был такой отговоркой, типа, ну это же ковид, вот, поэтому все так долго. Ну, интересно, сейчас какая у итальянцев отговорка. Ну, в общем, суть в том, что когда я узнала, что первая часть вообще будет выплачена только в марте, у меня просто началась такая истерика, я помню, и я опять начала писать письма, звонить везде, куда только можно, и что вы думаете, каким-то невероятным образом, по-моему, в январе, вот сразу же после новогодних праздников, если я хорошо помню, мне все-таки приходит эта первая часть стипендии. Это было, ну, наверное, около 2000 евро, мне кажется, это было даже меньше, чем 2000 евро, потому что это было чуть меньше половины, вот первая выплата, и то, что она все-таки пришла, ну, для меня это было вот реально, как, я не знаю, какой-то подарок вообще. Смогла немножечко наконец-то выдохнуть, хотя в любом случае, конечно, я понимала, что работа нужна, опять же, что я там не протяну долго на эти деньги. Еще раз повторюсь, хорошо, что были вот эти 400 евро, они выплачивались ежемесячно, и они очень сильно спасали. Потом я помню, что в мае я поехала домой к себе в Россию и пробыла там где-то 2 или 3 недели. Потом в июне пришла оставшаяся часть стипендии. И когда пришла вторая часть, опять же, да, как-то стало попроще. Я помню, тогда ко мне также приехала мама в гости в Рим, и я с друзьями там организовала несколько классных поездок. Деньги очень быстро заканчивались. Репетиторством я тогда продолжала заниматься, но студентов прям было совсем-совсем мало, и, ну, эти деньги особо разницы на самом деле мне не делали. И в какой-то момент, осознав, что следующая стипендия придет ко мне только в декабре, это был июль месяц, и я поняла, что срочно нужно искать работу. Как раз тогда ослабили ограничения, ослабили ковидные ограничения, стало намного проще, наконец-то открылись отели, рестораны, магазины, и я всерьез занялась поиском работы. Я, конечно же, в первую очередь рассматривала работу в Риме, чтобы там не уезжать куда-то далеко, без каких-то лишних стрессов, вот, но в Риме вот официанткой, например, я помню, было каких-то пару вариантов, я, по-моему, даже ходила на несколько собеседований, зарплаты предлагали очень низкие, зарплаты, ну, настолько смешные, там, меньше 1000 евро за какой-то нереальный график, там, без выходных каждый день, убиваться и работать за такие копейки не особо хотелось, но в то же самое время я понимала, что если я не смогу найти какой-то более приличный вариант, ну, придется соглашаться, потому что, как бы, выбор стоял между соглашаться и, грубо говоря, возвращаться домой в Россию. Мне возвращаться не хотелось. Но на самом деле тогда же я через русскоязычных студентов я узнала про некую женщину по имени Татьяна, которая работает в каком-то агентстве и ищет персонал, в основном русскоязычных девушек, для работы горничными и официантками на севере Италии. И потом, я помню, поговорила с одной девочкой, которая через нее нашла работу, поехала, ей все понравилось, то есть, ну, вроде как это был там никакой не развод, довольно все честно.
и я решила попробовать ей написать. Ну, выглядело все довольно привлекательно, работа на севере Италии, в основном это было озеро Гарда, да, и что предоставлялось проживание, то есть не нужно было там заниматься съемом жилья, проживание предоставлялось, зарплата от 1300 примерно евро в месяц с официальным оформлением контракта. Ну, для меня на тот момент казалось довольно выглядело все довольно привлекательно, и условия лучше, чем те, которые мне предлагались в Риме. Поэтому я написала ей, она мне довольно быстро, я помню, ответила, попросила, чтобы я выслала ей резюме, и довольно быстро она предложила мне работу горничной. Горничной в каком-то отеле на озеро Гарда, а я помню, что я не очень хотела работать горничной, я предпочитала официанткой, потому что, не знаю, я немножечко такой брезгливый человек. Она мне тогда сказала, что, ну, смотри, официантка сейчас нет никакой возможности, есть вот только горничная, и я помню, что я не дала ей в итоге подтверждения, я там что-то как-то ей сказала, ну, я подумаю, и в итоге как-то вот все осталось в подвешенном состоянии. Но потом, спустя какое-то время, она вернулась ко мне уже с предложением работы официанткой. Это тоже было на озере Гарда, и тогда была прям очень большая срочность, то есть им срочно нужна была девушка, и поэтому она мне сказала: Карина, ты должна решать сейчас, я должна сегодня же дать ответ хозяину, потому что им срочно требуется сотрудник, и нужно быть там уже буквально там ASAP, как можно быстрее, через 3, через 5 дней, вот когда ты сможешь, приезжай. И она меня немножечко застала в такой расплох, потому что, ну, я думала, что как-то будет все кон кальма, да, а тут вдруг такой стресс, немножечко меня, короче, вогнали, но я, не знаю, я почувствовала, что я должна соглашаться, у меня было вот какое-то вот это вот внутреннее чувство, что давай, Карина, ты должна это сделать. И я просто за несколько дней собрала чемоданы, сказала хозяину, что я съезжаю, и вот опять же, это был такой немножечко crazy совершенно момент, потому что я опять одна, непонятно куда вообще, то есть я помню, что Татьяна, она мне просто там вот написала адрес, и день, и сказала, что вот в этот день ты должна прийти сюда и спросить такого-то, вот, то есть это управляющий рестораном, все. То есть у меня вообще, то есть я не знала толком, куда я еду, что вообще, может, это вообще какой-то развод. Такая была авантюра, скажем так. И я помню, как я добиралась до туда, сначала на одном поезде, потом на втором поезде, потом на автобусе. Когда я приехала на Гарду, я была просто в шоке от того, как там было красиво. Для меня вот именно почему-то мечта — это всегда было не озеро Кома, которое, наверное, популярнее, да, известнее, чем Гарда, вот именно Гарда всегда мне очень сильно хотелось там побывать, и мне кажется, отчасти из-за этого я бросила все и поехала, потому что, ну, действительно, ребят, красота просто невероятная, всем очень советую туда съездить. В частности, я приехала в городок, который называется Мальчезине. Там еще такой замок у них красивый. Ну и что я могу сказать? Я пришла, и все оказалось вообще намного лучше, чем я ожидала. Во-первых, мне дали отдельную квартиру. Я жила в отдельной квартире в 2 минутах от ресторана, и для меня это был, ну, просто огромный, супер приятный сюрприз, потому что изначально, как вообще это обычно происходит, девочки приезжают, они живут там в каких-то малюсеньких комнатках с 3-4 соседками, да, у которых там одна ванная на всех, и тут я приезжаю, и просто вот хозяин ресторана меня провожает и говорит: так, вот, квартира, И я спрашиваю: а это что, все для меня, что ли? Там была прям огромная квартира со спальней, с 2 комнатами, с новой ванной, там вообще никто до этого не жил. И он такой: ну да, возможно, приедет еще одна девочка, но это пока что под вопросом, он сказал. В итоге так никто и не приехал, и я 2 месяца просто шиковала и жила там одна. Получается, что я приехала в начале августа, мне кажется, это было примерно 10 августа, когда я приехала, и я работала там до начала октября. В начале октября, примерно 8 октября, я закончила работать и вернулась в Рим. Также по поводу условий, что мне тогда пообещали? Да, мне пообещали зарплату 1300 евро в месяц чистыми, с официальным трудоустройством, и график работы у меня был каждый день
с 2 часов дня до 10 часов вечера. У меня не было выходных, то есть я 2 месяца подряд работала без единого выходного дня. Единственное, что, в пятницу я начинала не в 2 часа, а в 6 часов вечера. То есть, был типа такой сокращенный день, и это считалось как, выходной, короче говоря. Ну, что я вам могу сказать? График, конечно, просто сумасшедший. Я очень сильно уставала. Вы просто не представляете, как мне было тяжело, особенно первые вот несколько недель. Я помню, возвращалась, я вообще не чувствовала ног, я просто вот так вот плюхалась лицом в подушку, и, ну, прям было очень тяжело. На самом деле тяжело было не только физически, но и морально тоже, потому что для меня это был первый опыт работы в Италии с итальянцами на итальянском языке, то есть, да, там также было довольно много иностранцев, в частности, немцев, вот, но также было и очень много итальянцев, ну и, конечно же, все мои коллеги, там, да, менеджеры, управляющие рестораном, они все были итальянцы, и мне нужно было общаться с ними на итальянском, мне было очень тяжело. Тогда мой итальянский был не очень хорошего уровня, возможно, такой слабенький B1 примерно, и, ну, у меня еще не было какой-то такой прям достаточно fluency, и понимала я их плохо также, потому что у них был довольно специфический акцент. Короче говоря, прям было тяжело. И хозяин ресторана, он на самом деле с самого начала произвел на меня хорошее впечатление. Это был ресторан при отеле, то есть он был управляющим отеля, ресторана, всего вместе. Видно было, что такой очень порядочный, серьезный мужчина, и в самом начале прям было видно, как он с недоверием ко мне относится. Мне кажется, что вначале он меня немножечко так недолюбливал и прям, ну, так меня рассматривал, да, присматривался ко мне. Я это чувствовала, и из-за этого мне было немножечко неловко, как-то некомфортно, но по истечении какого-то времени, там, может, недели, когда он увидел, что я действительно очень сильно старалась, и он понял, что я адекватный и нормальный человек, да, и я помню, как очень сильно поменялось его отношение ко мне, он прям стал намного более такой спокойный, расслабленный, улыбчивый, дружелюбный, вот, и на самом деле в итоге мне заплатили больше, чем обещали. В первый месяц мне подкинули каких-то чаевых, и вышло, возможно, там примерно около 1500, а за второй месяц, я помню, мне заплатили больше 2000 евро, потому что мне также дали чаевые и какую-то там премию, и я помню, как он в мой последний день сказал мне, как вообще он доволен моей работой, что я большая молодец, и они прям супер вообще рады, вот, и что если мне захочется, что я могу снова приезжать. Это был такой очень трогательный момент, и я заработала тогда такие большие для меня деньги, я впервые в жизни вообще заработала там, да, особенно в Италии, там больше 2000 евро, для меня это было прям вау-вау, супер, и я была очень довольная, и, то есть до сих пор вот я с большой улыбкой и с большой теплотой вспоминаю тот опыт, прям очень благодарна за то, что это было в моей жизни. Мне удалось довольно хорошо подзаработать, учитывая, что я не тратила деньги на аренду, и ела я в ресторане, то есть, по сути, там я практически ничего не тратила, так что, подкопив такую довольно приличную сумму, я вернулась в Рим, ну и, конечно, начала жить на широкую ногу, и довольно быстро деньги у меня начали заканчиваться. Плюс я помню, как по возвращении в Рим, я же до этого съехала со своей комнаты, у меня была тогда очень хорошая комната в прекрасной квартире в хорошем районе Рима, но когда я поехала работать на Гарду, я разорвала контракт, и по возвращении в Рим мне нужно было снова искать какую-то комнату, а на первые 2 недели, пока я искала комнату, я сняла себе Airbnb, за который я заплатила там просто какие-то неприличные 700 евро за 2 недели. Я как от сердца, помню, оторвала вообще эти деньги, вот, но что было делать? Деньги начали быстро заканчиваться, и в какой-то момент я поняла, окей, надо снова искать работу, теперь уже, чтобы можно было совмещать с учебой, потому что мне еще нужно было закончить второй год в университете.
были также лекции, и я начала искать какую-то подработку part-time в Риме. И как-то так практически сразу же, я помню, я просто в Телеграм-чате, где вот были студенты, все русскоговорящие студенты Рима, я закинула объявление. Нет, по-моему, это было не в Телеграме, это было, кстати, на Фейсбуке. Я на Фейсбуке в группе разместила объявление на русском языке, что вот я ищу работу, написала немножко про себя, и довольно быстро откликнулся хозяин магазина «Муранского стекла» в центре Рима и пригласил к себе на собеседование. Я пришла, и я помню, что тогда, если честно, у меня было хорошее впечатление от магазина и от хозяина магазина, но он предложил очень мало денег. И я как-то так задумалась и подумала, а надо ли мне это оно. При этом график тоже был такой не очень легкий, что выходной был, по-моему, только один раз в 10 дней, и нужно было работать по 6 часов в день. Ну, и я так что-то на это все посмотрела, не очень меня это все убедило. Ну, и я сказала, ладно, я подумаю, и ушла. И потом прошло еще там сколько-то времени, я не помню точно, возможно, несколько недель, и я все еще не находила никакую другую работу. И он снова мне написал и сказал, что смотри, если вдруг там ты все еще ищешь работу, то мое предложение все еще в силе. Ну и я все-таки решила, короче, согласиться. И вот начала работать я там примерно в конце января и до конца мая, до начала июня, наверное. То есть, да, практически полгода я работала там. Да, зарплата была на самом деле не супер высокая. Мне кажется, что у меня выходило тогда, ну, не больше 600 евро в месяц. Если честно, я уже не помню точно, но мне кажется, что да, примерно так. С управляющим этого магазина мы все еще хорошие очень друзья. Я время от времени прихожу к нему, и мы пьем чаек или винишко, болтаем. Это тоже был для меня очень позитивный опыт, за который я также благодарна, который также, кстати, подарил мне хороших друзей. Вот. Тут тоже дам небольшое пояснение по поводу этой работы. Почему я сразу же не согласилась, да, еще раз, потому что, ну, меня немножечко смутила, во-первых, зарплата, она была действительно низкая, учитывая еще такой безумный график, и я как-то, ну, не очень меня это все убедило, но потом, опять же, посмотрев, подумав, сравнив, у меня, то есть какие оставались варианты, вот, либо это работа продавцом, либо, ну, не знаю, что, опять же, официанткой, да, в каком-нибудь римском ресторане или баре, но если мы сравним работу продавцом и работу официантом, окей, возможно, официантка я бы получала немножечко побольше, но, опять же, разница не была бы такая уж и большая. В Риме действительно прям очень-очень мало платят здесь официантам, особенно когда видят, что ты иностранец, что ты там, не знаю, студент, и, грубо говоря, будешь согласен на любые деньги, они этим пользуются, плюс еще они очень часто обманывают. У меня есть знакомые, которые работали, и им потом просто не выплачивали зарплату. Ты все равно официант — это намного более тяжелая работа. А работая продавцом в том магазине, по сути, ну, не была это такая уж тяжелая работа. Моя основная обязанность, конечно же, это была работа с клиентами. То есть главная основная задача была сделать как можно больше продаж. Сразу же скажу, что продажи — это вообще не мое. В этом плане у меня вообще всегда были худшие показатели. Вот, не умею я впаривать, к сожалению, или к счастью, не знаю. Вот, помимо этого, я также должна была следить за порядком в магазине, то есть, да, мы постоянно протирали полки, протирали все вот эти вот стеклянные изделия, и нужно было быть всегда очень внимательным, осторожным, не дай бог там что-то не разбить, не повредить, вот, ну, в целом говорю, то есть условия в плане зарплаты, графика, да, оставляли желать лучшего, но сама работа, сами обязанности,
обязанности, они были, ну, не такие уж и напряжные, плюс еще хозяин магазина всегда угощал нас обедом, то есть мне не нужно было тратить деньги на обеды, и, конечно же, тот факт, что он тоже был очень приятный, у нас с ним были хорошие отношения, и также с другими девочками, которые там работали, мы тоже сдружились. Учитывая все это, я в итоге осталась на несколько месяцев. Ну и почему же я в итоге ушла оттуда? Потому что примерно в конце мая, начале июня я получила долгожданный оффер из компании, где я работаю по сей день. Это компания Ernst Young, то есть одна из компаний Большой Четверки. Это тоже все было очень быстро, очень неожиданно, отчасти был какой-то шок, и таким образом в июле 2022 года я начала стажировку в Big Four. Но отправила я им свое резюме чуть ли не за год до этого. И вот почему между моим первым собеседованием и выходом на работу прошло столько времени, я расскажу вам в своем следующем видео. Во второй части я сделаю акцент на своей нынешней работе в компании Ernst Young. Я расскажу о том, как все начиналось, сколько я прошла собеседований, как они проходили, сколько времени занял весь процесс и вообще какие мои впечатления об этой работе. Так что, если вам интересно, обязательно подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить следующее видео. И мне также было бы очень интересно послушать про ваш опыт. Пожалуйста, поделитесь в комментариях, если у вас тоже был опыт переезда в другую страну, как прошло все у вас, если вы также пробовали начинать все с нуля, расскажите свою историю. Спасибо за просмотр, пожалуйста, поддержите лайком, и увидимся в следующем видео. Пока-пока, чао-чао!